Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд Энн Секстон отправляется с третьего пути. Желаем вам приятной поездки. Энн Секстон описывала то, о чем принято было молчать. Ее стихи и сегодня бросают вызов, заставляют переосмыслить табу и заглянуть в глубины своих страхов. Энн начала писать только в 28 лет, после тяжелого нервного срыва. Для нее поэзия стала способом укрощения внутренних демонов. Она превращала свою боль в искусство. Голос Секстон стал символом борьбы за права женщин говорить о болезненных переживаниях, материнстве, депрессии, смерти, сексуальности и психических заболеваниях. Энн не только писала, но и жила на грани. Она оставалась бунтаркой до самого конца. Ее судьба закончилась трагически, но все детали я не буду раскрывать сразу. Оставлю немного интриги для будущих выпусков. Первый эпизод подкаста посвящен детству Энн Секстон, мечтательнице, которая еще не знала, что однажды станет лауреаткой Пулитцеровской премии. В следующих эпизодах мы разберем, как Секстон стала одной из самых значимых фигур американской поэзии. Обсудим ее сложные отношения с дочерью, которые иногда выглядели пугающе близкими. Также коснемся ее связи с Сильвией Плат. Если вы слушали сезон моего подкаста о Плат, то точно почувствуете, насколько глубоко были связаны их судьбы и как одна влияла на другую. Стихи Энн Секстон не получили такого же внимания в русскоязычном пространстве, как произведения Плат. Большая часть ее работ до сих пор не переведена на русский, по крайней мере официально. Возможно потому, что некоторые из тем ее творчества до сих пор остаются табуированными. Остановка детства. Стоянка поезда 10 минут. Энн Секстон в девичестве Харви родилась 9 ноября 1928 года в городе Ньютон, штат Массачусетс, в семье, которую можно назвать воплощением американской мечты 20-х годов. Ее отец, Ральф, был успешным бизнесменом в сфере торговли шерстью. Он всегда был аккуратным и стильным. Ральф Харви заставлял семейство соблюдать дресс-код. Даже на ужин принято было приходить нарядными. Он требовал от 3 своих дочерей строгого соблюдения этикета. Но Энн, самая младшая и непоседливая, часто нарушала правила. Ее одежда, прическа и манеры не соответствовали высоким ожиданиям отца. Вот дословный перевод отрывка из стихотворения Секстон «Все мои дорогие», в котором она говорит об отце. «Отец, несчастье этого года разлучило нас, и ты последовал за матерью в ее холодный сон. Второе потрясение сковало камнем твое сердце. Ты оставил меня здесь, чтобы я перебирала вещи и освободила тебя от жилья, которое ты не мог себе позволить. Золотой ключ, твоя половина шерстяной фабрики, 20 костюмов от Дана, английский форт, любовь и юридические формулировки другого завещания, коробки с фотографиями людей, которых я не знаю». Мать Энн, Мэри Грей, была энергичной женщиной с сильным характером. Ее знали все в городе. Мэри была красивой, умной и умела поддержать беседу с любым человеком. Она любила читать и разгадывать кроссворды. Возможно, Энн переняла интерес к литературе от нее. Секстон признавалась, что ее страсть к поиску рифм возникла из-за совместного разгадывания кроссвордов с матерью. Мэри часто водила своих дочерей в дом престарелых. Она считала, что опыт ухода за больными и немощными сделает их более выносливыми. Влияние Мэри Грей на Энн было огромным, хотя их отношения были напряженными и противоречивыми. Но самым важным человеком в детстве Энн была тетя матери, двоюродная бабушка Анна Лед Дингли, или Нана, как ее называли в семье. Нана была единственной, кто дарил маленькой Энн безусловную любовь. В детстве Энн часто рассказывала Нане о воображаемом брате, и бабушка даже купила портрет этого вымышленного внука и повесила его в своей комнате. Их связь была настолько сильной,
что Энн называла себя и Нану близнецами. Секстон росла в тени успехов своих родителей и двух сестер. Джейн, старшая, была папиной дочкой. Она разделяла интерес отца к автомобилям и даже научилась водить машину в 10 лет. Средняя, Бланш, была умницей. Она также увлекалась политикой. Младшая, Энн, была не похожа на них. Секстон не соответствовала строгим стандартам отца. Например, он хотел, чтобы дочери выглядели безупречно всегда. Для этого каждую неделю они посещали салон красоты. Однако Энн быстро портила прическу. Это раздражало отца, который придавал огромное значение внешности семьи на публике. Поэтому Энн часто отправляли есть с гувернанткой. В итоге Секстон возненавидела совместные обеды и часто уносила еду в свою комнату, где блюда портились. Дочери Энн вспоминали, что эта привычка осталась с ней навсегда. В 1940 году Ральф Харви построил новый дом. Этот особняк был отражением их благосостояния. 3 этажа, 7 ванных комнат, 5 гаражей и отдельные комнаты для каждого члена семьи, включая Нану. Однако за этим богатым фасадом скрывались серьезные проблемы. Ральф начал страдать от алкогольной зависимости. Он сильно пил около 10 лет, а во время запоев становился непредсказуемым и агрессивным. Вот отрывок все из того же стихотворения. Энн обращается к отцу. «Теперь я сворачиваю тебя, мой пьяница, мой навигатор, мой первый потерянный хранитель, чтобы любить или взглянуть на тебя позже». Мэри Грей продолжала устраивать светские мероприятия и поддерживать образ идеальной жены и хозяйки. Но быть идеальной матерью у нее не получалось. Старшая сестра Энн вспоминала, что поведение мамы часто было непредсказуемым. В один момент она могла быть ласковой и заботливой, а в следующий – холодной и критичной. Энн Секстон не раз вспоминала, что Мэри тоже была неравнодушна к алкоголю. Она писала: «Моя мать выпивала по 2 рюмки каждый полдень и по 3 рюмки каждый вечер, независимо от того, что происходило вокруг». В подростковом возрасте Энн начала отдаляться от Наны. Этот момент стал переломным для них обеих. Однажды, во время симфонического концерта, Нана внезапно перестала слышать. Она так и не смогла привыкнуть к слуховому аппарату. Поэтому Нана начала замыкаться в себе, часто бродила по дому и шептала имя племянницы. Энн позже вывела печальную формулу. Она заболела и просто хотела стать ребенком моей матери. Харви наняли сиделку, но состояние Наны ухудшалось. Она все больше уходила в себя. Энн часто навещала бабушку, но та была оторвана от реальности. Нана кричала, что она не Энн, называла ее ужасной и отвратительной. Воспоминания Секстона об этих моментах полны боли. Однажды Нана, вновь не узнавшая Энн, набросилась на нее с пилочкой для ногтей. Женщину госпитализировали в психиатрическую клинику на глазах у юной Энн. После курса электрошоковой терапии состояние Наны улучшилось. Она вернулась домой, но для Энн она уже была другой. Когда Секстон сама столкнулась с психическими проблемами, она боялась повторить судьбу Наны. Энн считала себя виновной в болезни бабушки. Секстон полагала, что если бы она не отвлекалась на друзей, то ее вторая мама чувствовала бы себя хорошо. Нана умерла в 1954 году, когда Энн было 26 лет. У Секстон не было успехов в школе. Это только усиливало ее неуверенность в себе и подогревало ощущение, что она не такая, как все. В итоге Энн совсем забросила учебу и с головой окунулась в мир подростковых развлечений и отношений. В школьные годы Энн была популярной. Она руководила командой черлидеров и участвовала в школьных спектаклях. Произошел ее переход от стеснительной одинокой девочки к общительной, привлекательной девушке. Она начала экспериментировать с макияжем, остригла каре и носила высокие каблуки. Одним из самых ярких событий того времени был ее роман с английским подростком Майклом, который был эвакуирован в США во время Второй мировой. Их отношения были невинными, но оставили глубокий след в памяти Энн.
В ее альбоме даже сохранился высушенный цветок, который мальчик подарил ей на первом свидании. Но в душе Энн по-прежнему болезненно переживала семейные конфликты. Отец все чаще уходил в запои. Однажды, в состоянии сильного опьянения, он заявил, что ее прыщи вызывают у него отвращение, и что он не может сидеть с ней за одним столом. Эти слова глубоко ранили юную Энн. Ральф Харви, наконец, избавился от алкоголизма, когда Энн было уже 22 года. Но раны, нанесенные его поведением, тогда уже укоренились в психике дочери. За внешней жизнерадостностью Энн скрывала неразрешенные внутренние конфликты. Ее родители все еще устраивали роскошные светские приемы. Энн часто брала на себя роль актрисы, которая прекрасно справляется с внешними ожиданиями. Однако внутри нее копились одиночество и страхи, которые она пока еще не могла выразить в стихах.